Всем привет, с вами Евгений, канал Разгадки Истории. Продолжаем разбираться с пушками. И это вторая часть цикла о пушках со всего мира, фотографии которых предоставил исследователь и путешественник Джон Коннор. Но для начала давайте сделаем кое-какие выводы о предыдущем фильме, о нарезной артиллерии 16-17 века. Кто не смотрел, ссылка будет в описании. Очень важный момент, на который я не обратил сразу внимания, это то, что артиллерия тех лет стреляла снарядами, а не ядрами. То есть уже в 1500-1600-х годах в России была нарезная артиллерия, стреляющая снарядами. Даже интересно, а что там в Википедии на этот счет написано? Кто и когда придумал вообще снаряды для артиллерии? Не ядра, а именно снаряды. Во всех этих системах заряжание велось не через дуло, а как в современных пушках, через казенную часть. И такое маленькое уточнение, это была первая в мире казнозарядная нарезная стальная артиллерия. Это все было придумано и изготовлено в России. Причем даже если так по официальной версии смотреть, что буквально через 200-300 лет после пресловутого татаро-монгольского ига, которого не было, в России уже была нарезная артиллерия, которая мало чем по внешнему виду и по качеству отличалась от артиллерии конца 19-го, начала 20 века. Вы об этом вообще когда-нибудь слышали? Идем дальше, и хочу сказать следующее. Далеко не каждая бронзовая либо чугунная труба являлась артиллерией. И давайте рассмотрим системы, которые точно не являлись оружием изначально. Очень большой пласт, который не являлась изначально артиллерией, это шаровые мельницы. Очень хорошо понятно вот на этом примере. Отличается на следующем, что эти системы, то есть эти артиллерийские стволы, не имели никакого крепления к лафету. И крепление к лафету придумывалось различными подручными средствами. Часто для этого использовалась полоса металла, которая гвоздями прибивалась к деревянному лафету. Соответственно, регулировка по высоте также осуществлялась как бы на глазок и также таким кустарным способом, но думаю, по картинке вы догадываетесь, как регулировалась здесь высота. Часто эти системы были двухкалиберные, либо, как это правильно называется, бикалиберные. То есть мы имеем часть, в которой калибр более меньший, и часть в калибр, который более больший. Для артиллерии это не имеет абсолютно никакого смысла, а вот для шаровых мельниц это имеет смысл. Дело в том, что часто эти мельницы стояли под углом. Вот здесь на старинной фотографии начала 20 века мы видим вот эту вот конусную шаровую мельницу. И, в принципе, мы можем понять, как это все выглядело. Как я понимаю этот момент, что вот в более толстой части производилась более грубая обработка руды, а в более тонкой части производилась более тонкая обработка, более тонкий помол. И, возможно, шары были разных диаметров там и там. Максимально истолченная руда высыпалась вот в этой вот в узкой части и, скорее всего, даже через то самое отверстие, которое мы считаем, что оно было запальным. Часто еще эти системы имеют кольца, либо системы подвесов для того, чтобы эту систему поднимать. Если, например, не было отверстия для высыпания руды, то истолченную руду высыпали с помощью просто поднятия. То есть краном поднимали, либо какой-то лебедкой, и измельченная руда вместе с шарами высыпалась наружу. Дальше опять снова загружали руду, загружали шары, и эта система, эта мельница вращалась далее. Также часто эта система имеет вот такие вот кольца, вот такие вот обручи. Для чего это было сделано? Ну, как писали подписчики, для вращения, для того, чтобы эта шаровая мельница с специальных упоров, роликов не упала и не скатилась. К вопросу о том, что технические устройства не могли быть украшенными, хочу показать вам одну, как официально называется, бомбарда, которая, в принципе, очень хорошо украшена. Она бронзовая, и она, в принципе, не одна. Таких украшенных бомбард есть несколько, и мы видим, что они, ну, как представляют произведение искусства своего рода. Ну и также они имеют кольца, по крайней мере одна. Если эта шаровая мельница была сделана из стали, то она очень часто имеет очень тонкую стенку. При использовании этой системы как артиллерия, но очевидно, что она не выдержала бы силу взрыва, и она бы развалилась. Иногда эти системы вообще собраны либо из полос, из обручей, что также вызывает сомнения в плане того, что могла ли эта бомбарда, могло ли это устройство использоваться как артиллерия. Но поскольку здесь она собрана из разрозненных частей, и при взрыве пороха она бы просто развалилась. Эти шаровые мельницы бывают от самых маленьких до
огромных шаровых мельниц. Также мы можем обратить внимание на то, что эти шаровые мельницы имеют зацепы для шестеренчатой передачи, из-за чего мы можем их в дальнейшем идентифицировать. Например, на этой системе мы видим, что есть зацепы для шестеренчатой передачи, но при этом мы видим последующие виды изменений этой шаровой мельницы в бомбарду. То есть приделали вот эти вот оси, из-за чего большинство людей воспринимает это уже как артиллерийская система. Здесь вопрос, когда были приделаны эти оси. Либо это была попытка 19 века переделать данную шаровую мельницу в боевое орудие, либо это сделано уже, допустим, в 20 веке, когда данный экспонат музифицировался, и им нужно было подогнать данную систему под артиллерийское орудие, и вот эти вот оси были просто приварены, ну и дальше закрашены краской, там зашлифованы, чтобы это было все незаметно. Особый класс вот таких шаровых мельниц — это пушки-гиганты, они есть, например, в Индии, Малик Майдан, огромного размера, огромного веса. Ну и, соответственно, возникает вопрос, а как вообще с этой системы можно было стрелять. Также особое внимание хочу обратить на Раджа пушку. Здесь видно, опять же, вот эти подвесы. Видно, что ствол по мере изнашивания перековывался, то есть вот эти вот полоски металла туда заново вставлялись и закреплялись путем, скорее всего, ковки. Обращаю ваше внимание на отсутствие систем крепления к какому-либо лафету, да и вообще какой мог быть лафет при такой размере и при таком весе. Какая цель вообще могла быть для такой пушки, если это вообще когда-то было пушкой. То есть сейчас артиллерия делается, чем больше калибр, тем больше, соответственно, цель. Большой калибр — это вообще там атомная артиллерия. Также в Турции мы можем посмотреть, это вообще такие классические шаровые мельницы, тут даже они на резьбе. Есть системы для зацепа шестеренчатой передачи, но, как правило, их не замечают и говорят, что это бомбарда. Когда пытались из нее выстрелить, вот эта бомбарда развалилась. Здесь вот на этой схеме мы видим как раз вот эту бикалиберную систему, что в этой бомбарде сочетается одновременно два калибра. Мы видим также систему для высыпания перемолотой руды, которую приняли за запальное отверстие. В Турции очень много таких систем, некоторые даже внешне выглядят как бикалиберные, некоторые внешне выглядят как единый калибр. И здесь, возможно, было различное предназначение, какие-то применялись, например, для помола руды, какие-то применялись для помола известняка, для последующего изготовления цемента. Второй тип устройств, которые не могли быть артиллерийскими орудиями, я их назвал валы. Они, как правило, очень длинные. Вот, например, вот это вот изделие имеет длину 5 метров, из-за чего возникает вопрос, а как предполагалось его использовать. Также есть похожие валы, например, в Латвии. Для артиллерийских орудий они имеют запредельную длину, часто они не имеют прицельных устройств, из-за чего возникает вопрос, а для чего нужны такие были сверхдлинные артиллерийские системы, не имеющие никаких прицельных устройств. Вопрос по вот этим вот осям, когда они были приделаны, либо приделаны в 19 веке при попытке переделать этот вал в артиллерийскую систему, либо уже там, в 20 веке, когда это устройство положили в музей и переделали его в артиллерийскую систему. Еще один тип устройств, которые были приняты ошибочно за пушки, это устройство для отливки труб. На данном рисунке представлено устройство для отливки чугунных труб. Как мы видим, оно как раз вот на таких маленьких колесиках, которые часто встречаются на артиллерийских системах прошлого. Вот это устройство для того, чтобы получилась труба, должно было вращаться. Часто мы видим похожие системы, когда вот труба, когда эта форма, она медная. И скептики, как правило, задают вопрос, а как же можно было в медной либо в бронзовой трубе отливать чугунную трубу? А я могу на этот вопрос ответить следующее, что могли отливать, например, не чугунные трубы, а, например, свинцовые трубы, либо оловянные трубы. И вот одну такую чугунную форму я нашел. Также не имеет систем крепления к лафету. Возможно, вот это устройство являлось формой для отливки чугунных труб. Еще отдельный пласт систем, которые были приняты ошибочно за артиллерию, это емкости и контейнеры. Здесь вот совершенно случайно обратил внимание на вот такую старинную пушку, рядом с которой лежит огромное такое ядро, и нам утверждают, что из этой пушки стреляли. При этом мы видим, что калибр, опять же, запредельный, и при попытке выстрелить таким ядром из такой пушки, естественно, он окончился бы печально. Ее просто разорвало, но вот совершенно случайно нашел такой вот контейнер для ТВЭЛ. ТВЭЛ — это тепловыводящие элементы, ну то есть это система для атомных реакторов. И для перевозки вот этих ТВЭЛов используется
как мы видим, такой вот бронзовый либо медный контейнер, который очень похож на вот ту самую пушку. Но, как говорится, это не точно. Как написал подписчик, он приложил множество ссылок, что некоторые пушки могли быть изложницами. Изложница — это форма для отливки металла, то есть в изложницу отливается металл. Изделие также имеет оси для подъема, то есть для удобства транспортировки, которые, кстати, похожи на оси на артиллерии. Правда, здесь их в некоторых системах мы видим несколько осей. И вот, по крайней мере, одно устройство похоже на вот эти вот изложницы. Вот эта вот квадратная пушка, которая вообще непонятно каким образом могла стрелять, могла быть, в принципе, изложницей. Еще один тип систем, которые могли ошибочно принять за артиллерию, я назвал системой перевозки. Крайне короткий ствол, который на такой маленькой тележке с маленькими колесами. Отличительной чертой является то, что вот этот вот как бы ствол вот этой пушки имеет возможность подниматься вверх вертикально и опускаться вниз. Ну, а также подписчики прислали такую мысль свою, что вот эти системы могли быть, например, системами для перевозки чего-либо. Очень хорошо видно вот здесь, то есть здесь ствол можно поднять вертикально вверх, что-то в него налить, провести какое-то расстояние и дальше это что-то оттуда вылить. Возить могли вообще все что угодно, от расплавленного металла, расплавленного шлака до различных веществ, таких вредных химических, например, таких как ртуть, хлор, ну и другие вообще вещества, которые были вредны. Эти системы отличаются тем, что они часто установлены на лафетах, которые лично мне напоминают вагонетки. Такие маленькие железные колеса. И вот я привожу фотографии вагонеток с такими маленькими колесами. Сейчас вот эти вот устройства называются тележки для межцеховой перевозки грузов. Ну а если в старину было какое-то производство, то им приходилось решать похожие задачи для того, чтобы что-то перевозить из одного цеха либо помещения в другое помещение и дальше производить какую-то следующую техническую операцию. Еще один тип систем перевозки — это литьевые ковши. Сперва давайте покажу вам современные литьевые ковши. И хочу сказать следующее, что они в принципе похожи на те системы, которые мы видим в музеях, которые приняли ошибочно за артиллерию. Они также имеют оси, они в принципе похожи на такой короткий цилиндр. Правда, сейчас они гораздо больших размеров, но вот если их уменьшить, их пропорции, то в принципе они могли быть такими системами, какие мы видим в музеях. Особенно вот эта система очень похожа на пушку, также у нее есть оси, соответственно, если ее калибр уменьшить, то ее можно вот легко ошибочно принять за пушку и даже попытаться поставить на лафет в каких-то экстремальных условиях, которые были в 19 веке. Здесь я собрал литьевые ковши, и вот те устройства, которые, на мой взгляд, могут быть литьевыми ковшами, все они имеют оси и возможность опрокидывания. Все они имеют толстые стенки, довольно мощные, как бы лафет, либо систему колес для транспортировки. Скептики могут задать вопрос, а почему они такие маленькие, что в них вообще перевозили? Но если современные литьевые ковши, они, как правило, огромного размера. Я могу ответить примерно следующее, что в таких системах могли перевозить какие-то ценные металлы, такие, например, как золото, платину, ртуть. Отличительной чертой вот этих систем является возможность крепления за 3 точки. Вот здесь мы видим вот такое вот ушко, за которое в последующем могли поднимать и опускать вот этот вот ковш. Почему он бронзовый и как он выдерживал высокие температуры, объясню чуть попозже. При таком калибре возникает вопрос, а могла ли она стрелять? А вот эта ручка как раз подсказывает на то, что она могла быть вот какой системы литьевых ковшов. Здесь мы видим и бронзовые, и чугунные вот эти системы, и все они имеют возможность подъема вертикально для загрузки чего-либо, и затем также они могут опуститься вниз, соответственно, вот это что-то может оттуда вылиться. Здесь почему-то мы видим, что вот эти мортиры были закрыты красной фанеркой, интересно, зачем это было сделано. Здесь мы видим попытку выстрелить из этой системы, и ядро застряло внутри. Либо это такая попытка музификации. Заколочено то ядро там просто застряло. Хочу также обратить внимание на вот эту систему. Для артиллерии она имеет слишком тонкие стенки. Такой довольно-таки мощный лафет, который, как я уже говорил ранее, мог использоваться для перевозки. То есть там где-то стояли колеса, и он по рельсам катался в каком-то производственном помещении. В Санкт-Петербурге в музее артиллерии собрано огромное количество этих систем. Могли ли они использоваться как артиллерия? Большие вопросы, но опять же тут вопрос калибра и прочности материала. Могли ли использоваться они как литьевые ковши? Я отвечу следующее, что есть такая вещь, как футировка, когда обкладывают специальными кирпичами огнеупорными, и в принципе какое-то непродолжительное время в таких системах можно перевозить расплавленный металл. Опять же, не обязательно чугун, допустим,
олово, либо свинец. Хочу сразу показать вам реальные мортиры 19 века. Это гражданская война в США. Хочу обратить ваше внимание на толщину стенки. Все они стальные и имеют колоссальную толщину стенки. И достаточно такой не очень большой калибр. Калибр этих систем порядка, по-моему, 200 мм. А на предыдущих фотографиях мы видим, что калибр порядка 400-500 мм. Плюс материал бронза, и возникает вопрос, а как вообще планировали из этих систем стрелять? На этом обзор устройств, которые, скорее всего, не были артиллерийскими системами, я предлагаю завершить. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте большой палец вверх. До новых встреч. Пока-пока.